Всем привет! Меня зовут Юлия, вы на канале Вязаные истории. И в этом видео мы с вами вяжем ботиночки. Это заключительная часть мастер-класса по кукле Аришке. Осталась вот у нас одна последняя деталь. Вяжу я их также из пряжи Ярнар Джинс. В этот раз у меня будет серый цвет. И крючок я использую также 2 миллиметра. Для начала нам необходимо с вами связать две подошвы, чтобы она была такая более устойчивая, плотненькая. Я делаю двойную. Если хотите, можно оставить одинарную, но все-таки лучше сделать ее такой потолще. Одну я уже связала, вторую мы сейчас будем вязать вместе с вами. Набираем 8 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Далее начинаем вязать со второй петли от крючка. Вот эту первую мы пропускаем, вяжем со второй. Провязываем в одну петлю 2 столбика. Провязали. Дальше провязываем 5 столбиков по цепочке. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Остается у нас одна петля. В нее мы провязываем 4 столбика. Первый, в эту же петлю, второй, третий и четвертый. Дальше следующий мы вяжем по второй стороне цепочки. Нам нужно провязать 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Вот что получается. Следующий второй ряд провязываем 2 прибавки. Так, первая прибавка, вторая. Далее провязываем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. И вяжем подряд 4 прибавки. Первая, вторая, третья, четвертая. Далее провязываем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вяжем прибавку. Закончили вязать второй ряд, и у нас получилось сейчас 24 столбика. Дальше вяжем следующий ряд, третий. Нужно провязать 1 столбик без накида, прибавка 2 раза. Один провязали, вот еще один раз вяжем 1 столбик, прибавка. Далее провязываем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый,
5. Вяжем 1 столбик без накида, прибавка. Так повторяем 4 раза. 1 провязали, 2 раз, 3 и 4. Дальше провязываем 5 столбиков. Вяжем прибавку. И 1 столбик без накида. Получилось у нас в этом ряду 31 столбик. Дальше вяжем следующий ряд, 4. Провязываем 2 столбика без накида, прибавка, 2 раза. Первый провязали, еще 1 раз, первый столбик, 2 и прибавка. Провязываем 5 столбиков. Далее вяжем 2 столбика, прибавка, повторяем так 5 раз. Первый столбик, 2, прибавка, 2 раз, 3 и 4. Далее провязываем 5 столбиков без накида. Вяжем прибавку. И еще 2 столбика. Первый и 2. Закончили 4 ряд. Он же у нас был последний. Теперь провязываем 3 столбика. Первый, 2, 3 до середины. Дальше, если это первая подошва, то провязываем соединительный и ниточку обрезаем. Вот так. Если это вторая подошва, то ниточку оставляем, продолжаем вязать дальше. Складываем 2 детали изнаночной стороной вовнутрь. Получается у нас обе стороны остаются, которые видимые, они лицевые. И продолжаем вязание. В следующую петлю, захватывая сразу 2 детали, вводя крючок под столбики первой и второй подошвы, мы начинаем провязывать соединительные столбики, соединяя их вместе. Получается, их должно быть соединительных у нас 38. 3, 4, 5 и так соединяем. Когда почти провязали до конца, вот эти хвостики оставленные мы прячем вовнутрь между подошвами. И уже после довязываем оставшиеся пару столбиков. Так, смотрите, что мы делаем дальше. Теперь нам нужно с вами петельку, которая у нас оказалась внизу сейчас,
перетянуть наверх по вот этой верхней части. Вытягиваем чуть подлиннее ниточку, вводим крючок сверху вниз, захватываем петельку и вытягиваем ее наверх. Вот так. Вытянули ровно посерединочке, потому что дальше у нас идет одинаковое количество столбиков, что с одной стороны, что со второй, и будет такая ровненькая серединка, в которой петельки будут потом убавляться. Дальше нам нужно с вами провязать самый сложный ряд. Это захватывая поперечные столбики. Смотрите, мы вяжем не за петельки привычные нам, а берем поперечную. Провязали одну воздушную петлю и дальше вводим крючок. Вот так. Вот даже можно посмотреть, видите, вот здесь такие поперечные образовались у нас столбики. Вот мы их сейчас и обхватываем. Обхватили первый, провязали столбик без накида. Дальше захватываем следующий, захватывая только верхнюю часть подошвы, нижнюю мы не трогаем. Верхний захватили, также провязали столбик. Второй, также дальше захватываем третий. Вот я ввожу крючок под этот поперечный столбик, вот так. И вытягиваю ниточку. Провязываем столбик без накида. Таких столбиков должно получиться также 38. И еще раз показываю. Все довязываем так до первого столбика. Провязали до конца ряда. Получилось у нас 38 столбиков. И дальше мы не делаем ни соединительный столбик, ни петлю подъема, а просто продолжаем вязать с первого столбика. Это у нас получилось сейчас 6 рядов. Дальше 7 и 8 ряд провяжите просто 38 столбиков без накида. Уже за привычные нам петли. Провязали 2 ряда. Вот такая у нас получается деталь. Следующий ряд мы вяжем 9. Провязываем 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Получается, вот здесь должно быть одинаковое сейчас у нас расстояние. С этой стороны 13 столбиков и с этой будет 13. Нужно, чтобы они были ровно посередине. Здесь сейчас мы провяжем с вами 12 полустолбиков с накидом. Делаем накид и провязываем полустолбик 1, 2, 3,
11 и 12. Дальше довязываем до конца ряда 13 столбиков без накида. Следующий ряд 10, провязываем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, 9 и 10. Дальше мы вяжем один полустолбик с накидом и убавка. Провязываем один полустолбик. Теперь как я вяжу убавку? Делаю накид и ввожу крючок под первую и под вторую переднюю полупетлю. Вытягиваю ниточку и провязываю их вместе. Снова вяжем один полустолбик с накидом и убавка. И третий раз вяжем один полустолбик с накидом, убавка. Далее мы вяжем наоборот. Сначала провязываем убавку, и один полустолбик с накидом. Также 3 раза. Второй раз убавка. И один полустолбик. И третий раз убавка. Один полустолбик. Получается, мы провязали 10 столбиков без накида. Дальше один полустолбик с накидом, убавка 3 раза. Далее убавка, один полустолбик 3 раза. И теперь довязываем до конца ряда 10 столбиков без накида. Первый, второй. Следующий ряд вяжем 11. Провязываем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9 и 10. Дальше мы вяжем один полустолбик с накидом, убавка 2 раза. Первый. И второй. Дальше вяжем наоборот. Убавка из полустолбика и один полустолбик с накидом 2 раза. Провязали, довязываем до конца ряда 10 столбиков без накида. Вот что у нас получилось. Это у нас готова сейчас основная деталь ботиночка. Дальше вяжем следующий ряд. Тоже получается 12. Мы провязываем 11 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9, 10 и 11. Воздушная петля. Вязание разворачиваем и по внутренней стороне
начиная с вот этого самого первого столбика, не пропустите его, мы провязываем 19 столбиков без накида. Первый провязали, второй, третий, четвертый, 18 и 19 столбик. Вот что получается. Дальше провязываем воздушную петлю, вязание разворачиваем и еще один раз провязываем 19 столбиков. Девятнадцатый. Воздушная петля и ниточку обрезаем чуть подлиннее, чтобы было удобнее ее потом спрятать. Вот такая у нас получилась сейчас с вами деталь. Я намеренно сделала неровно. То есть если делать прям ровно по нашим убавкам, то получилось бы 10 столбиков и 10 столбиков в эту сторону. Но тогда оно потом начинает косить. Поэтому я сделала специально так, что на одной стороне у меня на один столбик больше, а на другой на один меньше. Тогда должно получиться ровненько, когда мы сейчас вывяжем козыречек. Давайте покажу сразу, как спрятать ниточку, чтобы она потом не мешалась. Получается, я иголку ввожу прям между столбиков, раздвигая, получается, острием иголочки ниточки. Вот как-то так. И протягиваю через них оставшийся хвостик. Ниточку обрезаем. Таким образом она хорошо, надежно крепится. Провязываем дальше. Нам нужно сейчас с вами вывязать козырек оставшийся. Мы присоединяемся к первому столбику. Вот он у нас. Воздушной петлей. Одну воздушную петлю провязали. Дальше мы вяжем убавку. Три столбика. Первый, второй и третий. Снова провязываем убавку. И один столбик без накида. Воздушная петля. Разворачиваем вязание, вяжем с обратной стороны. Провязываем убавку. Три столбика. Первый, второй, третий и еще один раз убавку. Воздушная петля. Разворачиваемся. И теперь по этой стороне мы провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Воздушная петля. Разворачиваемся. И по второй стороне снова 5 столбиков. Получилось у нас всего 4 ряда на козыречке. Пятый. Воздушная петля, ниточку вытягиваем. Также оставляя хвостик, чтобы можно было легко его спрятать. Края я не обвязываю, потому что сейчас это все закроется ниточками. Вот такой получился ботиночек.
Дальше мы берем с вами ниточку, сложенную вдвое. На первой части вводим крючок, вытягиваем эту ниточку. И также с внутренней стороны вытягиваем ниточку со второго бока. Вот так. Дальше нам нужно с вами их еще сделать крест-накрест. Получается, опять возвращаемся к первой стороне и протягиваем ниточки. Берем вторую часть и тоже так же протягиваем со второй стороны. Теперь эти ниточки я завязываю на бантик. Сильно туго не завязываю, чтобы ботиночек свободно был на ножке, не нужно было его каждый раз развязывать и завязывать заново. Хвостики обрезаем. И вот что получилось. Не совсем он ровный, конечно, не идеально, но почему-то не удается достигнуть мне этого, чтобы он прям ровненький-ровненький был со всех сторон. Смотрится хорошо. Первый у меня уже готов. И сейчас примеряем второй ботиночек. Вот что у нас получилось. Наша куколка полностью готова. Всем спасибо за то, что вязали вместе со мной. Отмечайте меня на фото связанных вами куколок по этому мастер-классу. Мне будет очень интересно и приятно посмотреть. До новых встреч. Надеюсь, мы увидимся в следующих мастер-классах.